девочки и мальчики, меня зовут Жанна, и я всех приветствую на своем канале. Сегодня у меня день выпечки, я буду печь хлеб. Наверное, это маленькая посудина для меня. 74. Да, давайте я вот так сейчас 100 грамм сделаю, 108 грамм, и прям вот в этот кипяток и вылью. Я здесь кипяток сделала, чтобы немножко подержать семечки там. Ну что, только ушли мои ребята, были здесь, вернее, ребенок был здесь, они ходили покупать, все смотреть костюмы на сентябрь. У них уже в сентябре будет крестина ребенку. То вот все ходили, одеваются, в общем. Я уже сделала тесто. И полдня так была со своей бусинкой. Ну, она себя вела хорошо, молодец. Мы с Массимо тут ее развлекали. Вчера вечером взяла эту свою закваску и подкормила ее. Потом ее сегодня утром, нет, вернее, я ее утром подкормила и после обеда еще раз подкормила. И она у меня уже готовая, потому что у нас очень жарко, и она уже была на пике. Думаю, не, надо делать тесто. Давай замесила тесто. И сейчас уже как раз время, где-то прошло минут 30-40, наверное. Ну, для первого складывания это нормально. Вообще у меня тут кондиционер, я держу 22 градуса, чтобы было именно не перекисло мое тесто. Уже во время растяжек, во время этих перерывов, отдыхов. А так очень жарко. Очень жарко. Вот чтобы только выйти сегодня, да, я просто не в состоянии. Я говорю, я лучше буду делать тесто, буду тут ковыряться потихоньку сама себе, что-нибудь в прохладе делать. Просто невозможно. Девочки, хочу вам немножко рассказать про свою закваску. Закваска моя пролежала же 20 дней в холодильнике. Меня здесь не было. И она пробыла в холодильнике 20 дней. Не обращайте внимания на мою прическу, на мой цвет, который я сама себе тут соображала. Вот так лень же выходить, да, лень. Выходить лень ужасно. Не то, что лень, невозможно выйти. И у меня все, что было, я намешала и покрасила. Ну ладно, ничего страшного. Моя закваска пролежала в холодильнике 20 дней. Конечно же, она прокисла. Конечно же, я ее не выбросила. Ни в коем случае. Я просто ее раскормила. Ну, то есть, да, пришлось выбросить половину, даже большую половину. А для нового брожения я оставила грамм 50. Ну, у меня ее немного было. У меня, может, было там ее 110, 100, 150 и все. Я много никогда не делаю. Поэтому, если у вас вдруг осталась закваска в холодильнике, и вы ее долго не подкармливали. Моя, например, вот 20 дней была без подкормки. Да, она пахла кисло, да, она стала кислая, да, она вот там водичка сверху какая-то появилась. Это нормально, это она же бродит, а как вы хотели. И все, я ее просто раскормила, то есть взяла с нее 50 грамм, остальное выбросила. Подкормила ее раз. Первый раз я ее подкормила 1,2,2. То есть один размер закваски, 2 муки и 2 воды. Когда она поднялась через 24 часа, ну я смотрела, у нас же тепло, девочки, поэтому закваска минимум должна бродить где-то часов 8-10. Поэтому смотрите по температуре, по состоянию закваски, как она бродит и как она что себя ведет, так и подкармливайте. Когда она у меня стала снова живая и нормальная, я ее просто убрала снова в холодильник и стала подкармливать пока 2 раза в неделю. И пеку. Конечно же, мне хочется печь,
Даже вот эта жара меня не останавливает. Здесь же прохладно дома, поэтому я пеку. И вот сегодня у меня этот день снова выпечки. Я решила сделать его с семечками, этот хлеб. Замесила уже тесто. Расскажу вам, девочки, тесто, как я мешу. Ну, то есть как ингредиенты. 500 грамм муки. 375 я беру, 370 вам говорю воды. 100 грамм закваски, 11 грамм соли. Все. И чайную ложку меда, если хотите. Я стала класть в последнее время. Просто мне нравится. Там появляется такой ароматик меда. Мне это нравится. Вот и все. Замешиваю. Особой замеса особого не нужно. Просто соединили, убрали, разбили комочки вот так и оставили. Оставили на 30 минут. Первое складывание можно даже на 40 минут до первого складывания. Это пока вот эта клейковина, ТРМ-ПРМ, все вот это разойдется, да? Ну а потом последующие складывания по 30 минут. У кого не жарко, девочки, у нас очень жарко. Если будет в комнате жара, тесто просто прокиснет. Всего за 3 часа вы должны сделать каждые 30 минут складывания. Чем больше вы их делаете, тем лучше для вашего теста, тем лучше для вашего хлебушка. Не бойтесь складывать, складывайте. Ну, а вот так выглядит мое тесто, которое простояло минут 40. И сейчас как раз на этом этапе я добавляю сюда соль. Я делаю несколько порций, поэтому на одну порцию вам нужно будет 11 грамм. У меня здесь больше. Вот так я ее аккуратненько смачиваю водой и вбиваю, вмешиваю в тесто. Аккуратно делаю эти складывания, мочу руки, чтобы не прилипало тесто к рукам. И вот так вот постепенно все вмешиваю. Только что ушли мои ребята. Пеку все оставили здесь. И все продолжали ходить, покупать. Вернее, не покупать, а смотреть. У них же будет крестины в сентябре. Ну, в общем, одеваются ребята. Что им надо. Нарядные вещи. Так, вот. Сейчас я вмешиваю сюда тесто. Ой, девочки. Вмешиваю сюда соль. Вот так. Сложила вначале туда. Я здесь буду делать или 2 больших, или 3 небольших хлебушка. Так, что у меня? В общем, пока чувствуется соль, вот так ее про туда-сюда каем. Вот так. Ну, она еще вмешается с другими замесами, вернее, с другими вытяжками, с другими складываниями. Поэтому ничего страшного. Еще на 30 минут. Все, у меня уже второй раз я складываю. Прошло еще 30 минут. И вот так, видите, смотрите. Вот оно, то самое глютеновое окошко, как говорят в интернете. Вот оно, посмотрите. Видите, оно уже не рвется. А Массимо сидит и улыбается. Перкериди. Вот. Складываем. Просто беру вот так снизу и вовнутрь. Вот так. До тех пор, пока тесто тянется. Все, сложили и закрыли снова на 30 минут. Ну вот уже прошли все 3 часа и прошли все складывания, которые я сделала на это тесто. Теперь я буду делать предформовку хлеба. Поделю его пополам. Так. Потому что получится или 3 маленьких, или 2 вот таких нормальных. Так вот его сейчас просто округлю. Вот так. То же самое делаю с этим. Все вот так вот в серединке. И собрали. Или можно вот так просто пару раз постучать, поскладывать. Он
натянулся. Прекрасно. Даем ему отдохнуть минут 15-20 и делать будем потом формовку. Вот это побольше. Дай. Спрячем вниз. Все. Так, тесто мое отдохнуло еще 20 минут. И вот здесь у меня рисовая как раз. Просто чтобы перевернуть. Вот так. Так, и теперь сюда, в серединку, я сейчас положу семечки, которые я хочу сюда добавить. Все, ну, хлеб готов, закрыла его со всех сторон и все. Убираю его вот в такую форму. Здесь я положу еще снизу. Тут я забыла подсыпать, поэтому ничего страшного. Пусть будет один сверху с семечками, а другой без семечек. Оп. Все, и этот хлеб готов. Берем его и опускаем в форму. Все, ох, какой, смотрите. Смотрите, какой хлебушек. Здесь я его еще раз аккуратненько вот так закрываю. Он чуть-чуть постоял, поэтому он стал более послушный, податливый. И все. Сверху присыпаю рисовой мукой. И убираю на ночь в холодильник, девочки. Печь буду их завтра. Вот такие хлеба у меня будут завтра. Все. Душевые пилоточки, вот так приподнимаю, чтобы они не прилипли. Красота. И все, и всем спокойной ночи. Увидимся завтра с утра. Доброе утро, дорогие мои друзья. Я уже буду сейчас печь хлеб. Это мой первый, который я взяла пока. У него сверху семечки. Да, ну вот сверху не было присыплено муки, поэтому он сразу же прилипает к этой пленке. Ну, ничего страшного. А то обычно я подсыпаю муку и спокойно передвигаю его. Ну, ничего. Хлеб получился очень, тесто очень большое. Поэтому буду смотреть, как его засовывать потом в кастрюлю.
девочки, мой хлеб готов. Вот такой красавец у меня получился. Смотрите, и семечки на месте, хоть я и не взбрызгивала, не клала, и вот такой у меня хлеб. Хочу его взвесить, девочки. Получился очень большой хлеб. Кило 134. Вот такой у меня красивый хрустящий хлеб получился. Девочки, смотрите, первые 10 минут я выпекаю вот на этом режиме. Гриль только сверху, видите, вот. А потом я подвигаю на обычный через 10 минут. Вот туда, вот сверх-вниз, без конвекции. И пеку еще 20 минут. Смотрю за хлебом. Крышку я ставлю вниз под лед. Туда сейчас закину лед, когда положу вовнутрь этого казана хлеб свой, тесто. Все. И буду печь до готовности. Он прям приклеивается к этой моей пленке. И все. Он такой полюсенький. Рисуем. И вовнутрь. Оп, все. Мой хлеб готов, девочки мои дорогие. Посмотрите, как он у меня получился, просто шикарный. Шикарный хлебушек, ароматный, хрустящий. Ну, вы сами знаете, какой этот хлеб бывает домашний, на закваске. Сейчас я вам его покажу в разрезе, как он выглядит. Правда, я неудобно выбрала эту доску, она у меня кружится, и мне резать было на ней не очень удобно, но тем не менее я порезала. Получился он, как всегда, просто очень отлично. Посмотрите, какой равномерный мякиш, пузырьки равномерные. Ну, все просто замечательно. Я очень довольна, как он у меня получился, исходом и вкусом. В общем, всем я довольна. Кто молодец, я молодец. Я считаю, что я становлюсь все лучше и лучше пекарем. Кто не похвалит сам себя, это, конечно, я. И на этом я хочу заканчивать уже свое видео. И огромное всем спасибо, дорогие мои, любимые мои девчонки, которые всегда мне пишут. Я вас всех люблю, обожаю. Просто вы мои самые-самые лучшие друзья. И новым подписчикам я тоже желаю всего самого хорошего. Не забывайте, пожалуйста, мне поставить лайк, он мне очень нужен. И до новых встреч. Пока.